Ты – самый талантливый футболист своего поколения. Люди смотрят на твой дриблинг так, будто это магия. Тебя называют наследником Пеле, будущим королем футбола. Но вместо того, чтобы стать новым Месси или Роналду, ты постепенно превращаешься в главную загадку мирового спорта. Травмы, вечеринки, скандалы, миллионы за трансфер, который должен был изменить футбол. Пока одни считают тебя гением, которого уничтожило давление. Другие уверены, что ты сам разрушил собственное величие. И однажды весь мир задаст один вопрос. Что, если Неймар мог стать лучшим игроком планеты, но так и не стал? Ты растешь в Бразилии, где мяч – это язык, а футзал учит выживать на 2 квадратных метрах. Отец рядом. Он верит в тебя так, будто это единственный план, который нельзя провалить. В стране, где футбол и религия к тебе присматриваются слишком рано. Тебе 17, а вокруг уже говорят так, будто ты обязан вернуть Бразилии гегемонию, как Пеле, Роналдо, Рональдиньо. Европейские клубы смотрят на тебя как на готовый продукт. Ты слышишь, что Челси предлагает большие деньги, звучат цифры, от которых у взрослых меняется голос. Но ты делаешь странное по меркам нового футбола. Остаешься. Продлеваешь контракт с Сантосом на 5 лет. Не потому, что не хочешь Европы, а потому, что чувствуешь. Ты еще не дописал свою магию дома. Ты выходишь на поле Вилла Белмира и играешь так, будто это двор. Пауза, ложное движение, ускорение, и защитник уже смотрит тебе в спину. Люди передают твои хайлайты из рук в руки на флешках, как секретную музыку. И ты еще не знаешь, что позже тебе будут говорить «слишком много шоу». Пока это не шоу. Пока это ты. 2011 делает тебя глобальным, хотя ты все еще в Бразилии. Ты забиваешь 100-й гол за Сантос, выигрываешь премию Пушкаша за сольный проход. Такой, который дети пытаются повторять во дворе, разбивая колени, но все равно смеясь. В соцсетях тогда еще нет этой машины ненависти, которая перемалывает каждого. Зато есть телевизоры, DVD, флешки и сарафанное радио. Видел, что делает Неймар? Ты дебютируешь за сборную и забиваешь в первом матче, будто ставишь подпись. Да, это правда. И самое опасное начинается именно тогда. Тебя называют не просто талантом, а надеждой. Не человеком, проектом страны. Он будет лучшим, говорят взрослые, как приговор. Ты улыбаешься, потому что умеешь улыбаться на поле. Тебе кажется, если ты получаешь удовольствие, значит, все правильно. Но с этого момента удовольствие становится обязательством. И магия впервые начинает пахнуть давлением. 1 июля 2013 года Барселона объявляет о твоем подписании. Камп Ноу встречает тебя так, будто ты уже спаситель. Больше 50 тысяч зрителей, вспышки, крики, твое имя, как песня. Клуб даже разрешает взять с собой друзей, чтобы адаптация прошла мягче. Но мягко не бывает там, где тебя купили как мечту. В раздевалке другой воздух. Здесь нет времени врасти. Здесь есть Месси, центр вселенной, вокруг которого вращается все. Ты тренируешься, стараешься быть собой, но чувствуешь невидимую границу. Здесь твои финты должны приносить не восторг, а трофеи. Первый сезон получается не таким, как ждут. 15 голов в 41 матче. Для обычного игрока – отлично. Для тебя – повод сомневаться. Тебя сравнивают, тебя измеряют, тебе напоминают цену ожиданий. Ночью ты лежишь и думаешь: я приехал сюда за величием. И впервые понимаешь, величие в Европе – это не свобода. Это контроль. На чемпионат мира 2014 ты приезжаешь лидером. На тебя смотрят так, как будто на твоих плечах лежит не футболка, а вся история Бразилии. И ты правда тащишь, забиваешь, отдаешь, ведешь команду. Ты чувствуешь. Вот оно, твое время. Четвертьфинал против Колумбии превращается в бой. 54 фола на 2 команды, грязь, нервы, и судья будто разрешает всем делать что угодно. Один момент, и чужое колено втыкается тебе в спину. Воздух исчезает. Ты падаешь не как актер. Ты падаешь как человек, у которого отнимают мечту. Тебя уносят на носилках. Потом врачи говорят, что травма серьезная. Ты лежишь и слышишь стадион как через воду. И самое страшное, ты понимаешь. Полуфинал будет без тебя. Бразилия выходит против Германии и получает 1-7. Мечта рушится публично, на глазах у мира. И ты, который должен был стать лицом победы, становишься лицом боли.
Ты еще не знаешь, что это будет повторяться. Снова и снова, в разные годы, под разными флагами, но с одним и тем же ощущением. Ты не успеваешь сыграть свою историю до конца. После кошмара 2014-го ты возвращаешься в Каталонию и будто заново учишься дышать футболом. К дуэту Месси-Неймар добавляется Суарес, и рождается МСН – нападение, о котором говорят как о стихии. Команда защищается, а вы трое творите. Ты снова улыбаешься, потому что на поле можно быть собой. Сезон 2014-15 превращается в поток. Суммарно 183 голевых действия у трио. У тебя 39 голов и 10 ассистов. И самое важное, не цифры, а ощущения. Ты не гость рядом с легендой. Ты часть легенды. В финале Лиги Чемпионов ты забиваешь. Этот момент мог бы стать твоей коронацией, если бы мир не был устроен иначе. Потому что даже когда ты делаешь все правильно, заголовки все равно чаще начинают с одного имени – Месси. Ты празднуешь вместе со всеми, но внутри растет тихая мысль. Я могу быть первым. И эта мысль – твой двигатель. И твоя будущая ловушка. Тебе кажется, что судьба наконец дает шанс. Месси травмируется, выпадает на месяцы, и у тебя появляется пространство, которое обычно закрыто навсегда. Ты берешь ответственность, тащишь, решаешь эпизоды, показываешь, что можешь быть центром. Ты чувствуешь, как стадион начинает принимать твое лидерство. Пусть на время. Но когда Месси возвращается и порядок вещей. В Реале все жили в тени Роналду. В Барселоне в тени Месси. И ты понимаешь, это не про форму, не про цифры. Это про любовь. Про миф, который уже построен. Параллельно у тебя есть еще одна вершина. Олимпиада 2016. Домашнее золото, которое Бразилия ждала десятилетиями. Перед пенальти, в решающий момент, тишина, в которой слышно собственное сердце. Удар. Гол. И слезы, настоящие, без ролей. Ты держишь медаль и думаешь, если я смог здесь, значит, смогу везде. Но внутри уже зреет другой вопрос. А дадут ли мне стать первым там, где первый уже назначен? Август 2017 года. ПСЖ оформляет сделку за 222 миллиона евро. Рекорд, который звучит как землетрясение. Для кого-то ты предатель Барселоны. Для кого-то человек, который наконец выходит из тени. А для тебя это выглядит просто. Я хочу быть главным. В Париже ты получаешь то, о чем мечтал – статус первой звезды. Вся лига смотрит на тебя рекламируют, на тебя строят проект, твои финты становятся витриной, но вместе с этим приходит странная пустота. Во Франции ты выигрываешь слишком часто и слишком заранее. Каждую неделю матчи, где от тебя ждут шоу, а не борьбы. А потом наступает Лига Чемпионов, и тебе нужно одним прыжком перейти из режима «я лучший» в режим «я выдержу давление». И еще приходит цена, о которой нельзя договориться. Травмы. Ты цепляешься за ногу, падаешь, плачешь на газоне, и в голове одна мысль. Только не сейчас. Врачи говорят сроки, календарь рвется. Ты пропускаешь месяцы. Ты приехал за золотым мячом. Но впервые чувствуешь, ты купил свободу и получил клетку из ожиданий и собственного тела. 2018 должен был стать твоим искуплением. Чемпионат мира в России – место, где ты возвращаешь себе статус, где ты снова заставляешь всех говорить о футболе, а не о твоих решениях вне поля. Но турнир идет иначе. Ты выглядишь уставшим. Где-то медленнее, где-то раздраженнее. И самое страшное, когда сборная не летит, люди начинают разбирать тебя не по игре, а по поведению. Каждое падение превращают в мем. Тебя называют олимпийским чемпионом по ныркам. И даже если тебя правда бьют, картинка уже сильнее правды. «Встань!» – кричит интернет, не видя шипов по ногам. Ты злишься, споришь, пытаешься доказать, но это только подпитывает огонь. Внутри ты понимаешь парадокс. Твой стиль построен на риске и контакте. Тебя всегда будут ловить на ногах. Но теперь любое движение читают как спектакль. И в это же время в клубе растет другая звезда – Мбаппе. Команде нужен кто-то стабильный, кто-то, кто будет на поле в решающие недели. И влияние твоего имени начинает медленно утекать сквозь пальцы, как вода. 2020 год приносит странный футбол. Пандемия, сжатые сроки, плей-офф по одному матчу. Для тебя это выглядит как шанс. В такие моменты магия может решить все. Один вечер, одно вдохновение, один твой танец на поле.
ПСЖ идет далеко. Ты снова похож на себя прежнего, накручиваешь соперников, держишь мяч, отдаешь передачи. Будто у тебя в ногах память о 2015-м. Мбаппе где-то отходит на второй план, и мир снова смотрит на тебя. Вот он. Вы доходите до финала. И там, где нужно поставить точку, ты оставляешь запятую. Пара нереализованных моментов, и Бавария забирает свое. Ты выходишь с поля и чувствуешь не злость, а пустоту. Потому что это был не просто матч. Это было доказательство, которое должно было закрыть все вопросы про твой выбор 2017 года. Ты сидишь в раздевалке и понимаешь. Такие двери открываются редко. И еще реже они открываются снова для тех, чье тело постоянно ломается в самый неподходящий момент. В 2021 году ПСЖ начинает собирать имена, как когда-то Ювентус в лучшие годы. И в один момент в раздевалку заходит Месси. Твой старый сюжет возвращается, только теперь, в другой стране и под другим светом. Ты снова становишься тем, кто может быть рядом, кто может помогать, кто может ассистировать. И поначалу это даже красиво. Будто вы пытаетесь повторить магию прошлого. Победа 2-0 над Манчестер Сити дает надежду. Болельщики говорят: вот сейчас. Но медовый месяц заканчивается быстро. Групповой этап Лиги Чемпионовки – второе место, а значит сложная сетка. Жеребьевка, курьез со шарами, пересев. И в 1/8 вам достается мадридский Реал. Ответный матч превращается в кошмар. Камбэк, падение, снова вылет. Ты выходишь и понимаешь. Просто собрать 3 волшебников мало. Время ушло. Возраст, травмы, разные роли. Все это уже не позволяет жить так, как в 2015. Проект трещит. И ты чувствуешь, что твоя карьера все больше становится серией попыток вернуть то, что однажды получилось идеально, и больше не повторилось. Чемпионат мира 2022 в Катаре – твоя, возможно, последняя большая попытка оправдать наследие на главной сцене. Группу вы проходите уверенно, но на этом же этапе приходит травма. Ты восстанавливаешься, но не до конца, как будто тело снова говорит: «Я не обязан подчиняться твоим мечтам». Ты выходишь в плей-офф. Матч с Хорватией – тяжелый, вязкий, нервный, и в один момент ты вспоминаешь, кто ты есть. Ты забиваешь. Этот гол выглядит как сцена из фильма. Ты проходишь, решаешь, и кажется, что сейчас история наконец повернется к тебе лицом. Но потом приходит серия пенальти. Вылет. И самое жестокое – не факт поражения, а тишина после. Ты понимаешь, мир запомнит твой турнир не как победу, а как еще одно почти. Позже ты смотришь на новости. Проект ПСЖ распадается, Месси уезжает, клуб меняет курс. А ты снова остаешься с вопросом, который тянется с 2014-го. Что если бы тело выдержало хоть один раз именно тогда, когда нужно? После 2022-го твоя карьера делает поворот, который раньше казался невозможным. Переезд в Саудовскую Аравию выглядит как попытка начать заново там, где меньше шума и больше пространства для восстановления. Контракт жирный, комфортный, будто обещание спокойной жизни. Люди тут же говорят: он поехал за деньгами. А ты внутри думаешь проще: я хочу играть, пока могу. И судьба смеется своим самым жестоким смехом. Вскоре травма передней крестообразной связки колена. Та самая травма, которая меняет вектор карьеры даже у тех, кто моложе и крепче. Реабилитация превращается в новую лигу, где вместо стадиона – зал, вместо трибун – физиотерапевт, вместо музыки матча – звук резинки и счет повторений. Ты снова учишься ходить без боли. Снова возвращаешься к базовым движениям, как ребенок. И понимаешь, если раньше твоя трагедия была в выборе клубов и тени великих, то теперь трагедия в том, что твой главный соперник всегда был один. Не защитник, не журналист. Твое собственное тело. Ты возвращаешься к зеркалу. Тебе 33. Шрамы никуда не делись. Истории тоже. В шкафу олимпийское золото 2016. Как напоминание, что ты все-таки умеешь доводить мечту до конца. Где-то в памяти 2011, когда ты мог стать топ-10 золотого мяча, оставаясь в Сантосе, и людям казалось: он другой. Где-то 1 июля 2013 года, когда Камп Ноу принял тебя как будущего короля. Где-то 2014, когда тебя унесли с поля и вместе с тобой
вынесли мечту страны. Где-то 2015, когда ты был частью самого убийственного трио Европы. Август 2017. Рекорд и попытка стать номером 1. 2018. Мемы и ярлык. 2020. Финал и почти. 2022. Гол и тишина после. 2023. Кресты. И главный вопрос остается открытым, потому что он честный. Ты реализовал себя? Или мир так и не увидел твою полную версию? Но одно невозможно отнять. Ты заставил миллионы детей любить футбол не за таблицу, а за танец. И даже если твоя история трагична, в ней была магия. Настоящая.